Приветствую, друзья! Пока русская армия продвигается вперед на многих участках фронта, ну и процесс денацификации продолжается в полном масштабе с ликвидацией различных итальянских, канадских, польских, немецких и прочих наемников, мы видим, собственно, что вот помимо активных боевых действий, уничтожения натовской техники, ВКС РФ сегодня ночью провели очень масштабную атаку на объекты натовской ЧВК ВСУ, даже на территории Западной Украины, натовского недорейха Зеленского. И очевидно, вот на этой карте можно заметить примерно, каким образом эта атака происходила. Но этой атакой, судя по всему, решили воспользоваться конкретно страны НАТО и даже Соединенные Штаты Америки. И поэтому, собственно, на фоне этой атаки мы видим, кстати, очень интересные события. С точки зрения уничтожения целей на оккупированной блоком НАТО части территории Украины, ВКС РФ отработала на отлично. И, собственно, и ракеты, и дроны Камикадзе прилетели туда, куда надо. И, собственно, на этих кадрах можно заметить, как горело и во Львове, и в Виннице, и в различных других местах, и в Луцке. И, кстати, очень много было поражено даже складов с различными там трансформаторами, которые использовались в качестве резервных. Ну и, собственно, в этом отношении мы видим, что удар ВКС РФ, собственно, достиг цели. И, очевидно, вот все попало именно туда, куда надо. Однако еще с ночи якобы около 10-15 дронов Камикадзе полетело на территорию Польши. И, собственно, там польское руководство уже подняло всех под ружье, подняло десятки истребителей в воздух. Все расчеты ПВО работали на максимуме. Собственно, объявили уже чуть ли не мобилизацию в Польше. И, конечно, в этом отношении мы видим крайне забавную реакцию вот польских политиков, которые, собственно, включились в такую бравурную риторику. Ну и, собственно, уже даже пока они, собственно, еще не успели объявить о том, что это все дроны якобы российские, мы видим, что американский сенатор от партии Трампа уже, значит, все решил, все расследовал, ему уже все очевидно, и он уже прямо у себя в социальных сетях пишет, что все это российские дроны, и обязательно нужно Польше отражать российскую агрессию. И, собственно, буквально скоро, вот сразу же после заявления американского политика, через несколько часов уже объявился и польский премьер Туск, который обозначил, что да, все-таки дроны эти российские. Буквально сразу же синхронно отработал и режим Зеленского, заявив о том, что да-да, это точно российские дроны. Будьте уверены, что это именно ВКС РФ хотела, знаете, ударить по территории Польши. Ну и, собственно, эта клоунада, мы видим, что делалась очень синхронно, и поэтому с учетом неадекватной реакции со стороны Польши, возмущения, там чуть ли не мобилизации и так далее, хотя, собственно, русская армия, очевидно, у польских границ нет, это, конечно же, история не случайная, и эта провокация готовилась на самом-то деле очень и очень задолго до всех событий сегодняшнего дня. На самом-то деле за несколько дней уже даже на российских телеграм-каналах открыто писали, что готовится провокация со стороны блока НАТО. И провокация это будет выглядеть конкретным образом, когда якобы российские дроны будут отправлять в воздушное пространство Польши. И, собственно, это должно вызвать определенную реакцию. Мол, лучше все-таки странам Евросоюза и Польши давать больше ракет ПВО режиму Зеленского. Ну и Соединенным Штатам, собственно, тоже для того, чтобы эти все дроны сбивали над территорией натовского недорейха, а не над территорией Польши. При этом сама атака выглядела сегодня достаточно комичной, потому что фото, которое опубликовано в сети, оказывается, это даже не дроны Камикадзе Герань, а это герберы, то есть дроны-обманки, которые легко перепрограммировать и отправить в сторону Польши. Ну и, собственно, также изготовить похожие дроны или аналогичные также не составляет труда, особенно с учетом большого количества вот таких вот дронов, которые просто вот валяются по территории натовского недорейха, с учетом того, что они отработали свою функцию, и если ПВО натовское по ним не отработало, то они просто падают на землю и достаточно вот таком нормальном состоянии, чтобы можно было туда залить новое топливо и отправить куда-нибудь в сторону Польши. Поэтому
Очевидно, что, собственно, никаких особых разрушений на территории Польши эти все вот дроны камикадзе якобы не вызвали. Ну и в сети показали разве что вот фотографию, что якобы вот дрон повредил одну крышу какого-то частного дома. При этом эти дроны камикадзе, которые вот так вот выпустили в воздушное пространство Польши, они, собственно, долетели прямо через всю натовскую польскую ПВО до вот фактически центра страны. А это опять же отдельные вопросы к эффективности так называемой польской ПВО, ну и о возможностях этой системы ПВО в целом. При этом за пару дней Польша перебрасывает к границам вот Беларуси и вот Украины Зеленского большое количество своих войск, и в том числе с системами РЭП и радарами различными и так далее. И все это, кстати, фиксируется на видео. Ну и, собственно, уже после всей этой клоунады с якобы атакой вот дронов российских на Польшу, уже, вот знаете, пан Шмыгаль объявил, что срочно нужно, знаете, дополнительно средства ПВО натовской ЧВК ВСУ передать. И, собственно, просто важно Польшу защитить, понимаете, уже даже не Дарьи Зеленского, не в приоритете. Польшу главное защитить нужно, и поэтому обязательно натовской ЧВК ВСУ нужно передать как можно больше ракет. Ну, а на это, конечно же, нужно скинуться для того, чтобы у американских корпораций, собственно, все эти ракеты заказать. Причем таких провокаций, за которые предупреждала российская разведка, и даже во многих телеграм-каналах это все писалось, произошла не только вот, собственно, сегодня с атакой на Польшу якобы российских дронов. Мы видим, что вот вчера прошла атака по Яровой. Это территория, которая подконтрольна натовской ЧВК ВСУ, и там через Укрпочту, вот через вот машинку, такое мобильное отделение, там выдавали пенсию. Ну и, собственно, туда, конечно же, сразу выстроилась очередь из местных пенсионеров. И, собственно, по этой очереди, конечно же, режим Зеленского отработал системой РСЗО. И там более 20 пенсионеров погибло, и кадры оттуда ужасные. Ну и за это, конечно же, предупреждала российская разведка, что подобная кровавая провокация с ударом по скоплению мирных жителей будет, потому что режиму Зеленскому она сильно нужна на международной арене. И вот мы видим, что режим Зеленского просто убил более 20 пенсионеров, конкретно в Яровой, и еще много человек там остаются в больнице. И в этом отношении можно заметить, насколько все-таки не принципиально убить именно вот тех граждан, которые находятся на контролируемой территории, которая фактически находится под натовской оккупацией, и подобного рода теракты для того, чтобы создать необходимую медийную картинку в мире, это, конечно же, история четко говорит о том, что режим, который сейчас там фактически сформирован, он является реально террористическим. При этом Польша сейчас играет в очень опасную игру, в том числе с Беларусью. И в первую очередь эта игра может экономически очень жестко ударить по самой Польше, потому что с 12 сентября уже мы видим, что Польша закрывает границу с Белоруссией под предлогом якобы, что там будут проходить российско-белорусские учения военные, и это создает для Польши супер-мега угрозу. И поэтому сейчас мы видим, что Польша фактически вот такими действиями, когда перекрывает границу, вот по косвенным признакам готовится к реально военной провокации на границах с Беларусью, потому что Польша уже границам Беларуси уже перебросила очень много своих войск. Мы видим, сейчас уже просто заблокировала границу для того, чтобы, собственно, там было меньше гражданских. Ну и несложно догадаться, что очень серьезная может быть там провокация от Польши. Однако с точки зрения экономики, безусловно, это очень жестко ударит по Польше, потому что, конечно же, грузопоток через сухопутную границу там огромный, и в этом отношении, конечно, выиграют только, собственно, страны Прибалтики, где такой грузопоток пока еще сохраняется. А вот во Франции начались массовые протесты, и, собственно, не случайно, потому что Макрон решил, что нужно денег побольше отправить натовской ЧВК ВСУ, режиму Зеленского и на прокси-войну против России. Ну, а, собственно, во Франции сократить социальные расходы, ну и, собственно, максимально урезать все, что можно. И это вызвало, конечно же, бурю негодования, и сейчас там идут протесты, естественно, с погромами и так далее. И Павел Дуров уже решил по этому поводу, знаете, позлорадствовать, обозначив у себя в социальных сетях, что вы знаете, что во Франции протесты координируются с помощью Телеграма, и таким образом это, собственно,
очередной привет Макрону и французской разведке, потому что в конечном итоге с Павлом Дуровым они ни о чем не договорились. Ну и сейчас суд над Павлом Дуровым во Франции после таких заявлений будет, конечно же, еще более парализованный. Параллельно с этим мы видим, что Трамп решил срочно найти какие-то подходы к Индии и уже в социальных сетях начинает писать о том, что премьер-министр Индии чуть ли не его лучший друг, и он вообще так рад будет, если с ним увидится и поработает над тем, чтобы, собственно, все ограничения экономические между двумя странами максимально там урегулировать и так далее. И, собственно, конечно же, в рамках дипломатического этикета премьер Индии обозначил, что да, действительно, он тоже не против встретиться, но тем не менее, когда команды подойдут к какому-то консенсусу, с учетом, конечно же, сохранения позиции Индии. Ну, такая вся публичная эта история от США четко показывает, что Трамп, он изначально атакует, медийно возмущается, наезжает и так далее. Ну, а когда получает жесткий отпор, мы видим, что сразу моментально позиция меняется. И, собственно, уже, знаете, Трамп крадется на тихих лапах и уже готов облизывать и обнимать кого угодно, лишь бы, собственно, получить коммерческую выгоду для американских корпораций. А вот в Катаре вчера произошла прямо эпохальная, я считаю, ситуация, потому что авиация режима Нетаньяху нанесла удар фактически по столице Катара. И в этом отношении это просто немыслимо было просто раньше. Ну а сейчас, очевидно, это просто норма. И несмотря на то, что на территории Катара находятся американские военные базы, несмотря на то, что у Катара масса купленных американских комплексов Patriot и других систем вооружений. Несмотря на все это, несмотря на суверенитет, Организацию Объединенных Наций и так далее, мы видим, что режим Нетаньяху просто решил сделать авиаудар и его отработал. И на кадрах можно заметить, собственно, как полыхают те здания, куда прилетели израильские ракеты. Ну и уже по разным данным, там должна была быть встреча между американской делегацией и, собственно, делегацией Хамас, для того, чтобы урегулировать ситуацию в секторе Газа. Но американская делегация не приехала на встречу, а израильские ракеты на встречу прилетели, что говорит о том, что, конечно же, США просто вместе с режимом Нетаньяху планировали этот удар по территории Катара. Ну и на этом фоне все эти катарские короли, принцы, монархи и все остальное, они просто ничего не смогли противопоставить этой атаке и фактически по их территории просто в очередной раз нанесли удар. И Трамп просто сказал о том, что он просто, знаете, переживает по этому поводу и, собственно, все. А фактически любой сейчас принц, монарх этого Катара, он уже четко понимает, что сегодня прилетело по одному зданию, а завтра могут израильские ракеты прилететь и по резиденции, например, какого-то короля или премьера и так далее. И, собственно, таким образом режим Нетаньяху и США показывают, кто же все-таки в монархиях Персидского залива все-таки действительно является королем. И очевидно, что там все эти монархи, шейхи и так далее являются просто на самом-то деле шестерками, которые не способны фактически себя защитить. Получается, что вроде как и Катар, вроде как и многие другие страны региона, они якобы независимые и у них куча американского оружия. Но как только касается все-таки дела конкретно ударов со стороны режима Нетаньяху, то все американское оружие, все системы ПВО, все истребители, все системы оповещения и так далее, они просто молчат и, знаете, превращаются в груду металлолома. Ну, а когда атака закончена, то, знаете, вся эта груда металлолома оживает обратно в средства ПВО и далее и другие системы. Поэтому очевидно, что кто покупает американское оружие, на 100% зависит от доброй воли США, насколько это оружие можно будет использовать. И в этом отношении Катар просто яркий пример, потому что в комплексе ПВО просто американского производства вообще стояли мертвым грузом и просто были выключены на момент атаки режима Нетаньяху. Обратите на карту, сколько стран атаковал режим Нетаньяху за последние 2 года, и агрессию проявлял, знаете, по массе стран, а в конечном итоге ни в рамках Организации Объединенных Наций, ни в каких-то других форматах просто никакой управы на режим Нетаньяху еще не нашли. Ну и, конечно же, эта вся история, она имеет место в таком региональном масштабе. И, конечно же, сейчас максимум, что могут сделать монархи
катарский, так это начать финансировать, наконец, Иран для того, чтобы именно Иран уже стал некой такой вот защитой этих монархий Персидского залива. Но это сделать будет очень проблематично, потому что и в Саудовской Аравии, и в Катаре, и во многих других странах там конкретно находятся американские военные базы. Ну и если вот королю, собственно, этих всех монархий Персидского залива, коим сейчас является Трамп, что-то не понравится, то тогда, конечно же, военные просто ликвидируют всех этих шейхов, монархов, как бы они там себя ни называли, и в какие бы платья себя не наряжали. Вот такая вот правда жизни, которую сейчас вот мы видим прямо в прямом эфире. На этом фоне, кстати, режим Нетаньяху также ударил беспилотником камикадзе по одному из судов, которое вот гуманитарку везло в сектор Газа. Ну и это, очевидно, также звоночек к тому, что режиму Нетаньяху абсолютно плевать, по кому бить. По судам, которые возят гуманитарку, по Катару, по какой-то любой другой стране. Вообще все устраивает, если страна не может дать очень серьезную оборотку. Ну и в этом отношении мы видим, что за вот последнее время Израилю самый жесткий отпор дал все-таки Иран. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. Также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка находится по традиции в описании под этим видео. До скорого.